О Зинаиде Михайловне Туснолобовой не писали книг и не снимали кинофильмов. Однако ее жизнь– это настоящая летопись борьбы с тем, что, казалось бы, невозможно победить. Она прошла сквозь огонь, смерть, собственную беспомощность и сумела стать любимой и счастливой. Свой главный подвиг эта 23-летняя женщина совершила уже после того, как в боях за Горшечное Курской области она лишилась обеих рук и обеих ног. Но нашла в себе силы не только самой не падать духом, но и вдохновлять на подвиг других. Впоследствии родное отечество вручило Зинаиде звезду Героя Советского Союза, а Международный комитет Красного Креста наградил медалью Флоренс Найтингейл. Санинструктор Туснолобова стала третьей советской медсестрой, удостоенной этой почетной награды. Зинаиду Туснолобову в апреле 1942 года после окончания курсов медсестер зачислили в 849-й стрелковый полк 303-й стрелковой дивизии 60-й армии. Девушка попала в самое пекло, на Воронежский фронт. В июле 1942 года, всего за 3 дня, пока длился бой, она вытащила с поля брани 40 раненых солдат и офицеров. Люди удивлялись, такая хрупкая с виду девушка на поверку оказалась очень сильной, вытаскивала здоровенных мужчин вместе с их оружием. Ползком добиралась до них, оказывала на месте самую первую помощь, накладывала жгуты и делала надсечку в месте попадания осколка, чтобы не было нагноения, а потом волоком тащила на себе в более безопасное место. Ее называли двужильной, а ведь у самой, на чем только душа держалась, 120 килограммов хлеба и кусочек сала и вперед в бой. Девушка тогда писала родным: «Дорогая мама, братик Женька, пишу вам с воронежской горящей земли. Если бы вы знали, что здесь творится, днем и ночью стонет земля. Сколько буду жить на свете, никогда не забуду эти воронежские степи, побережье Дона. За каждый метр земли идет кровавая битва, но вы не волнуйтесь за меня. Пуля ищет боязливых, а я же, знаете, не из таких». Всего же фронтовой стаж Зинаиды составил менее года, и за это время она спасла жизни 123 раненых советских воинов. В конце зимы 1943 года на Воронежском фронте началась подготовка боевой операции на Курской дуге. 7-я рота 849-го стрелкового полка, в котором числилась санинструктор Туснолобова, третьи сутки вела тяжелые бои у станции Горшечная, отбивая атаки окруженных немцев. Вдруг Зинаида услышала, что ранен командир. Под пулями и снарядами девушка поспешила на помощь раненому. Однако Михаилу Тимошенко помощь была уже не нужна. Сама же Зинаида внезапно ощутила сильную слабость и поняла, что тяжело ранена в бедро, после чего потеряла сознание. Она очнулась от тяжелых ударов. Один из подошедших в контратаку немцев заметил, что девушка еще жива, и попытался добить ее прикладом. В бессознательном состоянии Зина провела сутки. За это время она вмерзла в перемешанный с кровью и гарью снег, и обнаружившим ее разведчикам пришлось потратить немало времени на освобождение санинструктора из ледяного плена. Зинаиду доставили в госпиталь. Военные врачи спасли ей жизнь, однако обмороженные конечности сохранить не удалось. Всего 23-летняя женщина перенесла 8 сложнейших операций, по несколько дней держалась только на обезболивающих препаратах, однако ни разу соседи по палате не слышали от нее жалоб. Однажды она подозвала к себе медсестру, ухаживающую за больными, и попросила написать под диктовку письмо. «Мой дорогой Иосиф, не знаю, где и при каких обстоятельствах найдет тебя мое письмо. Пишу все как есть, ничего не утаивая. Обманывать, ты же знаешь, я никогда не умела. Со мной стряслась непоправимая беда. Я потеряла руки и ноги. Горько и обидно остаться в 23 года инвалидом. Видимо, моя песенка спета. Будь свободным, родной. Поступай так, как считаешь удобным для себя. Не могу, не имею права стать преградой на твоем пути. Устраивай свою жизнь. Прощай». Вскоре ей пришел ответ. «Никакие несчастья и беды не смогут нас разлучить. Нет такого горя, нет таких мук, какие вынудили бы забыть тебя, моя любимая. И у радости, и у горя мы всегда будем вместе. Я твой прежний, твой Иосиф».
Вот только бы дождаться победы, только бы вернуться домой до тебя, моя любимая, и заживем мы счастливо». Письмо придало Зине сил, и она, измученная многочисленными операциями, согласилась еще на одну. Главный хирург Свердловского госпиталя Николай Соколов, искренне переживавший за девушку, совершил чудо. Превратил единственное оставшееся предплечье Зины в подобие руки, разделил кости и обшил их мышцами. Когда раны зажили, девушка начала учиться пользоваться своими двумя, в кавычках, пальцами. Брать вещи, умываться, расчесываться, выводить буквы. После лечения в Свердловске Зина отправилась в Москву, где для нее должны были сделать протезы. Там она внимательно читала газеты и как-то отправила в одну из них письмо, рассказывая о своей судьбе и призывая: «Теперь я не смогу больше сражаться, и я прошу вас, отомстите. Отомстите за всех, кому враги принесли горе и муки, за нашу истерзанную землю, за нашу растоптанную молодость, за пепел сельских пожарищ, за руины городов». Историю Зины опубликовали, и она получила больше 3000 ответов. На стволах орудий, бомбах, броне танков, фюзеляже самолетов появились сотни надписей за Зину Туснолобову. Так искалеченная девушка вновь вернулась в строй, незримо встав рядом с каждым солдатом, услышавшим ее призыв. Закончилась война. Вернулся домой гвардии старший лейтенант Иосиф Петрович Марченко, и в 1946-м они с Зиной сыграли свадьбу. Зинаида стала Туснолобовой Марченко. Зинаида Михайловна научилась самостоятельно вести домашнее хозяйство, топила печку, даже нитку научилась вдевать, шила, штопала. Была членом горкома партии и депутатом горсовета, вела активную общественную работу, помогала найти жилье, устроить ребенка в детский сад, достать лекарства, часто выступала в военных частях, школах, на предприятиях. Зинаида с Иосифом до последних дней оставались вместе, вырастили детей, успели увидеть внучку. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 декабря 1957 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленное мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны Зинаиде Михайловне Туснолобовой Марченко присвоено звание Героя Советского Союза. А в 1965 году Международный комитет Красного Креста наградил Зинаиду Михайловну медалью Флоренс Найтингейл. В 1987 году Витебский облсполком утвердил премию имени Зинаиды Туснолобовой Марченко. Ею награждают лучших многодетных матерей региона. Торжественная церемония награждения проходит ежегодно накануне Дня матери 14 октября. Зинаида Михайловна – почетный гражданин города Полоцка, одна из улиц которого названа ее именем. В Полоцке открыт музей-квартира героини. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!